Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Сегодня я подготовила небольшую подборку новостей, показавшихся мне заслуживающими внимания. В выпуске «Успехи финской образовательной реформы», «Депортация вагнеровца», «Ступ не верит в мир», «Драма в Тампере» и «Великобритания выбирает датский путь». Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. Она особенно заметна на фоне общего уныния в финских СМИ. В Финляндии подвели итоги одной из самых громких и спорных образовательных реформ последних лет. С 2021 года образование стало обязательным для всех лиц до 18 лет. И цифры, опубликованные статистическим центром Финляндии, показывают, что реформа работает лучше, чем предполагали ее критики. Раньше ситуация выглядела тревожно. Ежегодно сотни, а иногда и тысячи подростков, закончив 9 класс, не попадали ни в гимназию, ни в профессиональное училище, ни в подготовительные программы. В 2019 году таких было почти 2000 человек. В 2020 году около 900 молодых людей оставались вне системы образования. Однако спустя 3 года после вступления закона в силу картина изменилась кардинально. В прошлом году основную школу закончили почти 62 тысячи подростков, и из них менее 1%, всего 515 человек, не продолжили обучение. Это минимальный показатель за последние десятилетия. 53% учащихся отправились в гимназии, 40% в профтехучилище, еще 7% в разные подготовительные программы. Что за подготовительные программы, можно догадаться, но 7% неспособных к дальнейшему обучению без дополнительной подготовки представляется мне тревожным показателем. Однако радует, что все-таки подавляющее большинство финских подростков продолжает обучение, причем на бесплатной основе, как и предусматривала реформа. Ли Андерсон, мать реформы, в свое время подчеркивала, те, кто ограничивается только обязательной школой, имеют уровень занятости около 45%, а обладатели среднего образования выше 70%. Поэтому расширение обязательного образования – это инвестиция в будущее, в занятость, в социальную стабильность и равные возможности. Тем не менее, партии Кокоомуса и Перушуа-Малайзит критиковали реформу как слишком затратную и слишком жесткую. Но опубликованные цифры стали весовым аргументом в пользу того, что мера действительно работает. Среднее образование подтянули, это хорошо, а вот уровень высшего образования в Финляндии стагнирует. Согласно отчету ОСР за 2025 год Economic Survey Finland, доля финнов от 25 до 34 лет с высшим образованием не растет последние 20 лет. В результате рейтинг Финляндии по уровню высшего образования населения упал с одного из самых высоких в ОСР в 2000 году до 30-го места в 2023 году. Одной из причин эксперты называют нехватку учебных мест и сокращение реального финансирования вузов на студента. Целью правительства Финляндии сначала провозгласили половине молодых людей высшее образование к 2030 году. Но теперь цель пришлось пересмотреть. Ее наметили максимально близкой к 50%, потому что достижение 50% к 2030 году представляется все менее вероятным. Расходы на образовательные учреждения на одного студента в системе высшего образования Финляндии снизились в период с 2015 по 2022 год на 14% по сравнению со средним ростом на 9% по ОСР. В общем, в образовании Финляндии есть над чем поработать. Пока я читала отчеты, еще одна цифра привлекла мое внимание. В Финляндии 12% людей в возрасте от 25 до 64 лет обладают навыками грамотности на уровне 1 или ниже. То есть могут понимать только очень короткие тексты с минимальным количеством отвлекающей информации. Цифра шокирует, но по сравнению с 27% в среднем по ОСР Финляндия выглядит вполне благополучно. Шериф шутить не любит. Ставь лайк.
Вторая новость тоже хорошая. 17 июня бывший вагнеровец лесами перешел границу и попросил убежище в Финляндии. Назвался Евгением и объяснил финнам, что бежит от войны. Изначально он не хотел оставаться в Финляндии, а собирался поехать в Париж к другу, который тоже бежал от войны. Однако задержание после незаконного перехода границы внесло коррективы в планы Евгения, и вместо Парижа пришлось просить убежище в финской глухомании. Финны рекордно быстро рассмотрели прошение, и 14 ноября пограничный патруль доставил беглеца к пункту пропуска Нирала, сопроводил до границы, и Евгений покинул территорию Финляндии, уйдя в Россию. По данным The Insider, настоящее имя Евгения Мустаханов Жаслан Суиндыкович, ранее судимый за кражи и грабежи. Медиазона отмечала, что он известен под именем Евгений Шпартун и под позывным Канелло, и ранее имел 6 судимостей. При этом уже после участия в войне России против Украины в качестве наемника ЧВК «Вагнер» Мустаханов вновь попал в тюрьму. В июне 2024 года суд в Омске приговорил его и сообщника к 6 годам колонии строгого режима за ограбление ювелирного магазина. Однако после этого он вновь оказался на фронте, уже в составе 433-го моторо-стрелкового полка ВСРФ, а потом решил махнуть в Париж, но промахнулся. О судьбе его сослуживца Андрея Медведева, которому понравилась жизнь в Осло, но его жизнь там не понравилась норвежцам, новых данных пока нет. Кто впервые слышит это имя, смотрите видео по ссылке в описании. Зато получен ответ на апелляцию вот этой гей-паре. Они могут вздохнуть свободно. После апелляции супруги получили убежище в Финляндии. Закончилась мучительная неопределенность. Желаю ребятам удачи. А в следующем сюжете поговорим об африканских страстях среди беженцев с Украины. Африканские страсти принесли украинцы в Финляндию. Да-да, не африканцы, не бразильские сериалы, не мексиканские теленовеллы, украинцы. И не куда-нибудь, а в самую счастливую страну на земле, где максимум драмы – это когда в супермаркете закончился сыр по скидке. Финны вообще люди спокойные, пока трезвые. У них самый мощный эмоциональный всплеск – это когда кофе в офисе внезапно закончился. Все, система дала сбой, мы живем в хаосе. А тут пац! На центральной площади Тампере прям реальная драма человеческих отношений. Новую Санта-Барбару устроил 66-летний украинец, который решил, что финский закон ему не писан. На центральной площади Тампере он с ножом напал на бывшую жену и ее нового партнера. Женщина получила серьезные ранения, новому партнеру тоже досталось, но, к счастью, все выжили. К моменту нападения в отношении обвиняемого уже действовал запретительный судебный приказ. Он не имел права приближаться к бывшей жене и 4 несовершеннолетним детям на протяжении 1 года. Запрет был выдан еще в октябре 2024 года. Женщина заявляла, что многие годы подвергалась эмоциональному и физическому домашнему насилию. Согласно материалам суда, украинские власти помогли ей выехать в Финляндию, а финские социальные службы неоднократно переселяли ее для безопасности. Подозреваемый все отрицает. Прям классика жанра. Домашнее насилие? Да никогда. Запрет на приближение? Дурь какая. Разыскивал бывшую по всей Финляндии? Так то ж романтика. И теперь это уголовное дело обсуждает районный суд Пирканмаа. Финляндия смотрит, слушает и думает, вот зачем нам Netflix? У нас теперь свои сериалы True Crime появились. Но что меня здесь заинтересовало? Обычно национальность в криминальных новостях не пишут. Либо сообщают, что подозреваемый коренной фин, чтобы не разжигать фантазии обывателей. А тут вдруг прямым текстом украинец. Как вы думаете, с чего бы это? Пишите в комментариях.
Президент Финляндии Александр Ступп дал интервью агентству AP, Associated Press. Он считает, что перемирие на Украине маловероятно до весны 2026 года. Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году. По его выражению, было бы хорошо что-либо предпринять к марту будущего года. Президент Финляндии перечислил 3 ключевых условия: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение взаимопонимания по территориальным вопросам. Ступп считает, что для достижения мира на Украине Трамп и европейские лидеры должны усилить давление на Путина. При этом он высоко оценил новые американские санкции против Лукойла и Роснефти, но подчеркнул, что нужно сделать больше. Президент Финляндии также выступает за использование замороженных в Европе активов Российской Федерации для обеспечения финансирования Украины. Комментируя разразившийся на Украине в последние дни коррупционный скандал вокруг госкомпании «Энергоатом», Ступп отметил, что это играет на руку России. Поэтому украинскому президенту Володимиру Зеленскому необходимо быстро разобраться со всеми обвинениями, считает Ступп. Признавая некоторые ошибки Украины, Александр Ступп не скупится на похвале Зеленскому, отмечает AP. «Я восхищаюсь многими его действиями, потому что руководить страной во время войны – это экзистенциональная задача», пояснил Ступп. Правительство Великобритании вдохновилось примером Дании и готовит реформу системы предоставления убежища тем, кто прибыл нелегально. Например, на небольших лодках, а потом запросил убежище, а также к тем, кто просрочил визу, а затем запросил убежище. По словам министра МВД Великобритании Шабаны Махмуд, реформа, по сути, призвана сказать людям: не приезжайте в эту страну как нелегальный мигрант, не садитесь на судно. Согласно новому плану, беженцам придется ждать 20 лет вместо нынешних 5, прежде чем они смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство. Получившим убежище будет разрешено находиться в Великобритании только временно. Статус беженца будет пересматриваться каждые 2,5 года. Тем людям, чьи страны признают безопасными, предложат вернуться. Просители убежища собираются лишить материальной поддержки. Власти будут лишать социального жилья и пособий тех, кого признают способными обеспечить себя самостоятельно. Поддержки лишатся также и те, кто совершит правонарушение. По-моему, вполне разумные предложения. Тем временем здесь, в Испании, полиция Фуэнгиролы накрыла очередной нелегальный клуб любителей травки, который располагался в самом центре города. У заведения не было лицензии на подобную деятельность. В результате операции владелец клуба был арестован, 4 клиентам предъявлено обвинение, а полиция изъяла 2 килограмма дури. Ну и на пасашок заглянем на выступление Ивана Урганта в Барселоне. В гостях у него была Нурия, и ей было что рассказать. Приятного просмотра. Всем пока. То есть Валенсия и Барселона, хотя это 2 разные буквы, но начинается с одного звука. Б. То есть Валенсия? Валенсия, Барселона. Стоп секунду, но меня зовут... Иван.